Джеймс Хант был человеком, привыкшим выигрывать. В Чикаго его имя звучало на биржах, небоскребы с логотипами его компаний тянулись к облакам, а частные самолеты носили его инициалы. Все, к чему он прикасался, приносило прибыль. Он считал, что судьба — это игра для сильных, и он в ней был королем. Но однажды все рухнуло. Джеймс вложил миллионы в стартап под названием Next Horizon, систему искусственного интеллекта, обещавшую предсказывать экономические колебания. Идея была смелой, но технология дала сбой. Инвесторы подали на него в суд, и за одну ночь он потерял все – дома, машины, репутацию. От него отвернулись друзья и коллеги. Джеймс остался один в пустом пентхаусе с голыми стенами и запахом пыли. Он впервые осознал, что без денег не знает, кто он на самом деле. Продажа имущества только увеличивала долги, и даже старый рояль, на котором он играл в детстве, ушел с аукциона. В ту ночь, когда он покинул гостиницу, где жил последние месяцы, начался дождь. Он стоял на улице с единственным чемоданом в руках, промокший до нитки, и впервые выглядел как обычный человек. Бродя по улицам, он заметил вывеску «Требуется уборщик». Гостиница «Лейквью». Джеймс усмехнулся, когда-то он владел сетью в 10 раз больше этой. Другого выхода не было. Он вошел. Женщина-менеджер предложила только ночную смену. Так миллиардер стал уборщиком. Первая ночь в подвале гостиницы с запахом моющих средств оказалась странно освобождающей. Руки, привыкшие к контрактам и миллионам, дрожали от швабры, но в этом унижении было ощущение настоящей жизни. На третий день он познакомился с Лизой, старшей уборщицей. Она тихо и доброжелательно показывала ему, как работать, и делилась историями о маленьких радостях жизни. Она учила его замечать простые вещи, как благодарность делает день лучше, как забота о других возвращает тепло. Постепенно Джеймс начал видеть мир иначе. Вдохновленный, он стал создавать программу для маленьких гостиниц, которая помогала бы сотрудникам работать эффективнее и чувствовать себя ценными. Он делал это тихо, никому не рассказывая о своем прошлом. Через несколько месяцев проект заработал, помогая владельцам гостиниц оптимизировать работу и улучшать сервис. Однажды журналисты пришли снять историю о необычном уборщике, и Лиза рассказала им про Джеймса. Он улыбнулся, впервые за годы он понял, кто он на самом деле. Сеть гостиниц предложила ему партнерство, но Джеймс остался рядом с Лизой, чтобы вместе продолжать помогать людям. Он снова стал успешным, но уже жил просто, ценя труд и заботу о других больше, чем богатство. На стене гостиницы висела надпись, которую оставила Лиза: «Счастье начинается там, где заканчивается гордыня». Джеймс улыбался, понимая, что одна простая уборщица изменила всю его жизнь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.